Всем привет! Хотите немного хоррора? Не так давно я случайно наткнулся в eShop на инди-игру с интригующим названием и стильной обложкой. Выход 8. Как оказалось, она даже получила экранизацию, а экранизация собрала награды. Я уже прошел игру и посмотрел фильм, а в этом видео без спойлеров расскажу о впечатлениях и о том, стоит ли попробовать их вам. Что вообще такое этот выход 8? Если помните, когда-то давно были популярны простенькие инди-игры по мотивам объектов из вселенной SCP. Разные лестницы и лабиринты с непременной бабайкой-пугалкой в конце. Вот эта игра примерно про то же. Мы оказываемся заперты в закольцованном измерении, выходе со станции метро. Чтобы выйти, нужно следовать простым правилам, которые прямо записаны на стене. Если в коридоре есть аномалия, развернуться и идти назад. Если аномалии нет, идти вперед. И так 8 раз. Если ошибешься, начинай сначала. Звучит очень просто, как будто детская игра в «Найди 5 отличий на картинках». А потом ты проходишь очередной коридор и выходишь к началу. На самом деле не все так просто. Чисто белый коридор. Справа 3 двери, пожарный щит и 2 плаката про курение. Слева 6 плакатов и предупреждение о камерах. Сверху 3 камеры и указатель. По коридору ходит мужик. Но что-то здесь не так. Иногда аномалии бывают явными. Свет гаснет или меняет цвет. В коридоре стоит не наш привычный мужик. Тут я просто вздрагиваю, разворачиваюсь и бегу назад. Но настоящий ужас для меня скрывается в малых аномалиях. Массовая культура сделала сколь угодно изощренных монстров, оружие, жестокость чем-то привычным. Таким уже не испугаешь, но тем страшнее становятся обыденные вещи. Ты ничем не объяснишь и не рационализируешь изменившийся узор на обоях. Другое лицо на картине. Любые изменения в столь привычном интерьере дома, мимо которого ты проходишь каждый день и даже не обращаешь внимания. Это тебя подводит память, а ведь именно она делает тебя таким, какой ты есть. Если ты не сможешь ей доверять, насколько вообще реален мир вокруг. Коридор очень быстро становится привычным. Ты бегал, скользишь взглядом по плакатам. Тебе показалось или что-то не так? Возвращаешься и внимательно разглядываешь рекламу стоматологии. Все в порядке. Теперь реклама курсов английского. О боже. Твой взгляд фокусируется на лице преподавателя, который превратилась в жуткую гримасу. Такие моменты, когда взгляд случайно выцепляет что-то неправильное, как внезапно появившийся силуэт на стене, где его никогда не было, мне становилось по-настоящему страшно. Я вздрагивал, а внутри меня разрастался ужас, плавно переходя в холодный пот на спине. Это аномалия, от нее нужно бежать ко входу, что я сразу же и делал. В игре нет скримеров, но пугает она знатно за счет того, что не ужас тебя находит, а ты его случайно высматриваешь среди привычного интерьера. Это непривычный опыт для хорроров, и мне он понравился. Как и игра в целом. На пользу выходу 8 идет, кстати, плохое техническое состояние. Обычно это повод поругаться, но здесь сильное управление, кадров 20 в секунду и мыльная графика ощущаются как авторская задумка. Но я заглянул на страницу в Steam и понял, что это именно плохой порт. И это при том, что игра получила отдельную версию для Switch 2. Игра работает очень плохо на Switch. И, судя по всему, тут есть баг. Мне приходилось проходить финальный 8 этап несколько раз подряд, поэтому у меня получился не выход 8, а 11 или 12. Тем не менее, я рекомендую вам ее попробовать. Фильм я тоже рекомендую посмотреть, несмотря на невысокую оценку. На агрегаторах она находится в районе 6 из 10, что примерно как у других фильмов по играм. «Майнкрафт в кино» или «Том Рейдер», «Лара Крофт». Их я тоже считаю хорошими, кстати, несмотря на разные задачи. Фильм о Ларе Крофт пытается уместить в свои 1,5 часа, часов 20 истории первой части замечательной диалогии из последнего перезапуска. С большими жертвами, очевидно. С такой скидкой я принимаю этот фильм и радуюсь возможности увидеть знакомую историю по-новому. В игре «Майнкрафт» сюжета нет. И экранизация пытается придумать историю с нуля и связать абстракцию мира игры с реальным миром. При этом максимально сохраняя узнаваемые элементы и логику игры. Мне понравилась такая попытка, как мог бы выглядеть мир игры Майнкрафт в реальности. Именно по такому пути идет фильм «Выход 8». Мы никто, а в самой игре нет сюжета. Игрок появляется из ниоткуда и выходит по итогу прохождения в никуда. В фильме главный герой из пустой оболочки для игрока превращается в персонажа с предысторией, характером и мотивацией поскорее выйти из этой ловушки. Но для него это не так просто, потому что он оказался идеальной жертвой для выхода 8. Он будет регулярно пропускать аномалии, заставлять тебя, зрителя, безуспешно давать подсказки со своего дивана. Он будет раз за разом убирать ингалятор в рюкзак, чтобы с великой драматичностью искать его при следующем приступе астмы. Да положи же ты его в карман. Или вообще оставь в руке. Тебе же за каждым поворотом плохо. И, конечно же, он не будет внимательно читать инструкцию. Если вы увидели аномалию, немедленно возвращайтесь. Означает, что не нужно их внимательно разглядывать. Хотя, возможно, там на японском написано что-то другое. Это как у нас в метро, когда поезд приезжает на конечную, на английском благодарят за поездку, а на русском рассказывают об ответственности за нахождение в поезде, который следует в тупик. Но на самом деле так и должно быть. Лабиринт этот не случайный, главный герой там оказался не случайно.
Это отражение его нерешительности, растерянности и чувства вины. И путь к выходу 8 – это его путь к росту над собой. Впрочем, об этом лучше подумать самостоятельно после просмотра. Я же переключусь на то, как же хорошо этот фильм выглядит и звучит. Смотреть я его рекомендую строго в наушниках, чтобы ощутить переходы от шума к абсолютной тишине, от редких звуков к музыке. Дизайн окружения получился намного более выразительным, чем в игре. Проходящий по коридору мужик здесь еще более неестественный и нагоняющий жуть из зловещей долины. Актер, который его играл, прости меня. Оператор умело меняет ракурсы между видом из глаз героя, камерой за спины и дальними планами. Все ради правильного фокуса в данный момент и нагнетания саспенса. Как и подобает хорошему триллеру. Да, фильм именно триллер и лишь совсем чуть-чуть хоррор. Он держит в напряжении, но не пугает, как игра. В общем, я считаю, что фильм удался. Как самостоятельное произведение, так и как киноадаптация игры. Я считаю, что хороший фильм по игре в первую очередь должен вызывать желание поиграть в игру. И тут это есть. Именно после просмотра я сразу же запустил игру с мыслью: сейчас я им покажу, я-то внимательный, аномалии не пропущу и сразу выйду к выходу 8. Но в итоге не показал. После нескольких ошибок я проникся пониманием к главному герою, да еще и попугался знатно. Так или иначе, я остался доволен и фильмом, и игрой. Советую вам попробовать найти выход номер 8. А на этом я прощаюсь. До встречи в следующий раз.